Ну вот мы, друзья, вчера были на прекраснейшем месте Сивы, месте Бабыржи, где мы имели возможность излиться анахат, энергия анахат в пространство и стать огромными. И руки там могли доставать, руки единосущные духовным сердцам могли доставать вершины елочек, птичек, белочек. А сегодня вот мы пришли к ученикам Бабыржи еще от его предпоследнего воплощения. Это место Юктишвара и Ягананды. Вот с нами обычно здесь нас встречал Ягананда, потом стал Юктишвар приходить. Ну а сегодня один Юктишвар. Вот можете посмотреть на его лицо, реальное лицо. Вот он сейчас лицом вот в пол этих деревьев, в пол роста этих деревьев улыбается. По-моему, всего один портрет его остался от его воплощения, помещенный в английском издании книги «Автобиография Ягананды». Но сейчас ясновидящие могут убедиться в том, что портрет полностью адекватен. Но только он стал намного больше теперь. Что это за место силы? Чему нас здесь наши учителя могут научить? Та традиция, которую Бабыржи в Индии оставил Лахири Махасаи, потом его ученику Юктишвару и тот Ягананде. Ну и Ягананда в основном стал реализатором замысла Бабыржи по распространению данной техники медитативной. На этом месте мы сможем сейчас очень легко и просто после всего курса раджа-йоги, который вы проходили, полностью реализовать вот этот замысел Бабыржи. Пранаяма, главная пранаяма крии Ягананды. Вот так это упражнение оказалось зафиксированным в памяти людской. Что такое пранаяма крии Ягананды? Речь идет о работе с читрини, с меридианом читрини. Читрини, иначе он называется брахманади. Это меридиан, идущий по осистым отросткам позвонков, по позвоночнику от копчика до самого верха, и задняя часть черепа вот до брахмарандры, до верхнего окна чакры Сахасрары. Это одна из самых тонких структур человеческого организма воплощенного. Брахма-нади, то есть меридиан, энергетический канал брахманического уровня тонкости. Но это третье брахманическое проявление, третья брахманическая ступень. Тем не менее, это уже божественный уровень утонченности. Открытие этого меридиана непосредственно связано с микрокосмической орбитой.
Вот вы уже работали, я обращаюсь к начинающим, к начинающей группе, вы уже работали с микрокосмической орбитой. Но здесь очень важное методологическое примечание нужно сделать. Современные школы китайского цигун тоже работают с микрокосмической орбитой, но в условиях потери традиции. Работа эта оказывается совершенно бессмысленной, бестолковой, не приносящей никакой пользы, потому что работать с микрокосмической орбитой можно только после полной проработки чакр. Более того, такая работа плодотворна может быть только на фоне безубойного питания. Потому что то, что делается с помощью микрокосмической орбиты, может делаться только на очень высоком уровне утончения сознания в пределах кокона. Если человек питается грубой энергетической пищей, то утончение невозможно. Если чакры, все 7 чакр, не проработаны детально, не очищены, не утончены, то вся работа с микрокосмической орбитой, то, что практикуется некоторыми школами китайского цигун, которые к нам приехали в Россию, все это оказывается совершенно неэффективным. Бессмысленная работа. Но вот у нас проработаны чакры. В частности, ведь энергия для микрокосмической орбиты берется из 2 нижних чакр. Эта энергия должна идти по сушумне и по читрине. И естественно, что эта энергия должна быть на очень высоком уровне утонченности, и чакры должны быть абсолютно чисты и развиты, и заполнены энергией. То есть после полного курса раджа-йоги, который включает работу с чакрами, то есть не полный курс включает и микрокосмическую орбиту, и срединный меридиан, а вот до этого этапа курс раджа-йоги на уровне работы с чакрами должен быть обязательно полностью пройден. Ну, сейчас мы войдем в это место силы. Вот его граница начинается прямо здесь. Войдем и почувствуем сразу же изменение состояния. Мы сразу войдем в тот сгущенный пласт энергии, который присущ читрине. И вот дальше мы и будем работать с этим пластом. Вот мое тело сейчас находится на границе с местом силы. Я вхожу, и можно ощущать резкий перепад состояния. Сразу окунаемся в блаженство, но не столь интенсивное, как на вчерашнем 3-м месте силы, но здесь насыщенная как вот в благоухании цветов. Мы погрузились и стали этим благоуханием. Вот примерно такое состояние. И вот на этом уровне мы и должны будем проработать читрини. А как расположен меридиан, я уже сказал. Да и вы читали в наших книгах об этом. И вот сейчас мы должны будем на этом месте силы выйти из анахат назад, оказаться позади тела. И первое, что мы сделаем, это мы прочистим пальцами рук сознания. Прочистим весь этот меридиан, начиная от заднезатылочной части и до копчика. Ну, а потом скажу, что делать дальше. Ну, прошу вас. Заходите.
Что включает в себя вот главная суть методики, о которой мы сейчас говорим? Микрокосмическая орбита. Ее можно делать по-разному. Вначале она осваивается следующим образом. Мы заходим сзади в две нижние чакры, Сватхистану, Муладхару. Из них исходим в Сушумну, и по Сушумне доверху через Сахасрару, ветки микрокосмической орбиты, огибающие Сахасрару, проходящие сквозь лицо снаружи и внутри, в частности через небо, вот по каналу переднему, идущему широкой лентой до нижних чакр. Вот мы учимся энергию перекидывать вокруг туловища и головы по этой траектории. Меридиан Сушумна, идущий по позвоночнику, широкий меридиан, верхняя часть головы сквозь небо и по лицу, по шее, широкой лентой спереди, и энергия снова уходит в две нижние чакры, поднимается, опускается. Вот перемещение энергии по траектории микрокосмической орбиты. Что при этом происходит? При этом энергия проходит сквозь, ну, как трансформатор биоэнергии, это передний меридиан. И здесь энергии утончаются. Вот для этого и предназначен передний меридиан. Для этого и нужна в основном микрокосмическая орбита. В этот поток энергии вовлекаются непроизвольно или произвольно все энергии внутри тела. Вовлекаются и, опускаясь по переднему каналу, они очищаются и утончаются. Сублимация энергии происходит из грубых в тонкие. Вот один из прекраснейших приемов для оздоровления организма. Таких приемов много, вот один из них. Второй вариант микрокосмической орбиты. То же самое можно делать, поднимая энергию, но после очень тщательной отработки первого варианта. Поднимая энергию по всей задней стороне туловища, половине туловища и головы, и опуская по всей передней половине. То есть уже не по меридианам, а как бы по очень значительно расширенным меридианам все это делается. И это позволяет еще на более высоком уровне провести очистку. Причем, если мы именно так делаем, то в орбиту вовлекаются и ноги. Делаем все. Параллельно со мной. Третий этап работы с орбитой – это то же самое можно делать по кокону. То есть по всей задней стороне кокона, включая заднюю половину всего тела, мы энергию поднимаем и также опускаем по всей передней стороне кокона, включая переднюю половину всего тела. Это позволяет очистить в том числе кокон, где тоже могут гнездиться дурные энергии, вызывающие болезни. Все делаем на всех уровнях духовного продвижения. Это упражнение будет полезным. Мы очень часто можем делать какие-то гигантские вселенские медитации, но
забываем при этом о своем теле, и где-то может угнездиться тот самый очаг, который вызовет потом простуду, там что-то в этом роде. Где-нибудь какая-то мышца может заболеть. Руки также просматриваем в пределах кокона. Можно работать совсем с головой, с ногами, в том числе, а про руки забыть. Вот не забываем про руки. Они тоже должны быть очищены полностью. Их можно включать в нисходящий поток орбиты, энергии по орбите по кокону. И вот они очень хорошо при этом очищаются. Ну, для нас сейчас, в данный момент, на этом месте силы, наиболее важен прием работы именно с читрини. То есть мы вот читрини пальчиками прочистили, войдем в этот меридиан, ощутим его. Ощутим уровень тонкости, на котором он находится. Меридиан читрини не может находиться, не может пребывать в более грубых энергетических состояниях, чем вот тот, который ему свойственен. И вот мы что сейчас сделаем? Да, ну, значит, во-первых, мы давайте орбиту теперь проведем по меридиану читрини. Прочистим его таким образом. Значит, в пределах тела, как модификация первого приема работы с орбитой. Широкая лента опускается спереди, энергия проходит через две нижние чакры, поднимается именно по читрине теперь, не по сушумне, через голову и вниз. Убедились в том, что весь меридиан чист. А теперь сделаем следующее. Сделаем полоборота по читрине назад. Вот мы в читрине оказались застывшими, сделав полуоборота обратного движения энергии по орбите. И вот теперь мы читринный план должны продавить сквозь все тело вперед. Мы должны выровнять энергию внутри всего тела по этому уровню тонкости. А теперь то же самое сделаем по кокону и шире. Тоже полоборота назад по кокону, но коконы теперь вот можно ощутить огромными. Сделали полоборота назад. И вот этой рекой энергии себя двинули вперед сквозь тело и слились со всем космическим планом энергии данного вида, данного уровня тонкости. Запечатлели это состояние, оно должно не подключать верхний пузырь восприятия. Ощутили тотальность этого состояния на этом уровне тонкости. Вот это брахманическое состояние. Мы имели сейчас возможность через этот метод, подаренный Бабаджи людям, оказаться в Святом Духе или в третьем брахманическом проявлении. Можно отплывать назад в этом состоянии, можно проплывать сквозь тело вперед или вокруг тела. Мы находимся как бы в водоеме.
как в реке с мягким течением. И вот пусть это мягкое течение данного уровня брахманической тонкости вымоет, изгонит из тела все то, что более грубое, более плотное. Вот таков был замысел Бабаджи насчет методики его крии. Вот мы ощущаем себя в ровном нежном потоке Святого Духа. Скоро поедем на еще одно место, где то же самое будем на более высоком уровне осваивать. А сейчас вот можем поблагодарить Юктешвара, который с нами здесь, мы в нем. Мы в его сознании находимся, в его божественном сознании. Ну и, конечно, Бабаджи, который всю эту методику подарил людям. Ну вот мы сейчас поработали. Вопрос может такой встать, почему это упражнение называется пранаямой. Я об этом забыл упомянуть, потому что это слишком малосущественно для нас. Пранаяма, потому что это работа с энергией, это передвижение энергии в пределах тела и кокона, перемещение энергии. Вот такие упражнения называются пранаямами. В индийской традиции пранаямы для самого начинающего уровня учеников обычно давались совмещенными с дыханием, с дыхательными упражнениями. И вот эту пранаяму Крия Йогананды тоже можно совмещать с дыханием. Например, когда мы вдыхаем, во время вдоха мы поднимаем энергию сзади по орбите и с выдохом опускаем. Но потом делаем обратное движение и разливаемся сознанием в этом спокойном как бы русле реки Святого Духа. Смысл этого упражнения в чем? В чем вот эта величайшая ценность данного упражнения? В том, что те, кто освоили вот это вот именно разлитие в четринном плане, Брахманади, Четрини. Вот мы из маленького узкого канала этот уровень тонкости превращаем в огромную реку и становимся ею. Это выход на брахманический уровень существования. Это чрезвычайно важно. Это не значит, что мы, сделав вот это упражнение здесь, на этом месте силы, сразу обретаем звание брахмана. Это преждевременно. Это третье брахманическое проявление, то есть третья степень сгущения брахмана, то есть конкретных представителей, божественных учителей, исходящих из обители. Вот они сначала, пройдя сквозь зеркало, оказывается в первом брахманическом проявлении, потом во втором, потом в третьем. Это нужно для того, чтобы стать более заметными воплощенным ученикам. Первое, второе брахманическое проявление ученикам очень трудно заметить сразу. Для того, чтобы что-то
сверхтонкое, божественно тонкое ощутить и увидеть, нужно самим утончиться до этого уровня. Обычные люди, гуны тамас, питающиеся трупами животных, живущие в грубых эмоциях, они в принципе не могут ощутить Бога. Слишком большой разрыв по уровню тонкости и грубости. Ну вот впервые мы оказываемся в Боге, в Его самом плотном, в Боге в аспекте Святого Духа или Брахмана, в Его самом плотном проявлении. Но те, кто проходит глубже сознанием в глубины Абсолюта, те, кто доходит до того, чтобы познать первое брахманическое проявление, слиться с ним, стать им, стать брахманом именно в первом его проявлении. Вот все практически уже вышли на уровень тонкости Творца, для тех открыт вход в его обитель. Те уже, если закрепились, если не потеряют до конца воплощения это состояние, те становятся Богом в самом высшем понимании этого слова, Богом в аспекте Творца, потому что из этого состояния перейти в обитель Творца и слиться с Ним уже практически ничего не стоит. Вот эти люди уже вышли из колеса сансары, вышли из майи, вышли из творения. Им уже не нужно будет воплощаться, кроме как по своей воле. Это вот и есть достижение божественности, полная самореализация. Ну а сейчас мы освоим еще одно упражнение. Вот тут совсем рядышком от предыдущего места силы. Вот эта дорожка. Здесь мы почистим срединный меридиан сушумного. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно выйти из анахаты, из тела назад, сквозь читрини, стать сразу большими, вот раза в 3 больше, чем наши физические тела. Взять в руки ёрш, вот которым бутылки чистят. И вот этим ершом сверху вниз собственные тела подраить. Подраить по сушумне, помня о том, что сушумна вот идет по позвоночнику, а потом, чтобы войти в Муладхару, она чуть-чуть, меридиан сушумный, чуть-чуть вперед и вниз. Вот так мы доходим до низа Муладхары. И также срединный меридиан, мы его чистили снизу, а теперь мы не только почистим его ершом сверху, но и это позволит нам открыть срединный меридиан вверх. Ну вот существует такая нелепая традиция в современном буддизме Махаяны, в ряде извращенных школ, где верхом достижения считается способность выйти из своего тела вверх через раскрытую брахмарандру, окно Сахасрары. Но на самом деле это никакого отношения к вершинам духовного продвижения никакого отношения не имеет. Это такой пустяк, о котором мы говорить-то смысла нет. Надо познать изначальное сознание в обители Творца, а вовсе не выйти из тела. То есть это говорит о дегенеративных процессах, очень интенсивно прошедших в буддизме Махаяны. Ну вот, пожалуйста, вот вы можете сейчас это запросто вот на нашем пока еще начальном уровне будхи-йоги запросто это сделать, раскрыть Сахасрару вверх, выплывать из тела сколько угодно и на какую угодно высоту, ощущать себя бесконечно большими вверх или как хотим. В общем, я повторяю, что это пустяк.
по сравнению с тем, что должно быть сделано, и то, что сделано вот нашей старшей группой. Ну, сейчас я прошу, значит, пожалуйста, вот работаем на этой дорожке. Кто хочет, может потом повторить на первом месте. Значит, повторяю, мы выходим из Анахаты сквозь Читрини теперь, учитываем этот фактор, выходим назад. Мы можем потерять человеческую форму, превратиться в ту реку сознания Брахмана в третьем проявлении. Потом мы можем позади тела снова стать антропоморфными великанами, взять ерши, которыми чистят бутылки, и как бутылки вот продраить хорошенечко меридианы. Ну все, работаем. Мурка, расскажи, как ты нашел это место. Что Мурка это я, это все понимают, да? Это мое духовное имя такое. Мурка это тот, кто блаженство вместил в себя. Ну, вчера мы об этом говорили. Ну а как нашел это место? Это было очень давно, это одно из первых мест, которые мне Бог показал. Это было еще лет, наверное, 30 назад. Сидел я однажды дома, лето было жаркое, засуха, входить в лес запрещено. И вот как раз спрашивал у Бога, что, Господи, мне сделать, чтобы вот и стать лучше, и людям помочь. Ну вот, говорит он мне, ну одевайся, пошли. Куда? Ну вот, одевайся, пойдем, я тебя поведу. Ну ладно, оделся, вышел, куда дальше? Ну вот, сюда направо, значит, вот остановка автобуса. Ну что, на автобус садиться? Да, на какой? Ну вот первый, который придет. Сел, поехал, а где выходить? Я скажу. Вот. Сказал, я вышел дальше, что дальше сядешь, вот в следующий автобус, который сюда, на эту остановку подойдет, другой номер. Сел, поехал, где выходить? Вот здесь. Куда идти? Вот налево. Ну, пришел, шел вот сначала по асфальтовой дороге, потом вот, говорит, сверни налево на просеку, свернул налево на просеку, смотрю, дым идет. Ну, костер как бы чей-то. У меня не было привычки никогда к кострам подходить, интересоваться, чем другие люди занимаются. Как-то вообще неприлично. Я вообще всегда, если уж в лесу, так искал уединение подальше от других людей, подальше от суеты их. Ну а тут вот мне было создано просто непреодолимое влечение посмотреть, что у этого костра. Ну вот из-за кустов выглянул, а там никого, там просто горит почва.
Кто-то костер развел и бросил. Вот горит почва, засуха страшная, воды нигде нет, не залить. Ну что делать? Вот если так оставить, то сгорели бы гектары леса. Горела просто вот почва. Настолько все пересохло. И огонь шел, губил корни ближайших деревьев и погубил бы здесь все вообще. Ну вот я пошел на железнодорожный переезд. Уговорил таки, заставил, там женщина работала, заставил ее позвонить по ее телефонной связи, вызвать пожарную команду. Ну вот приехала пожарная машина, я показал. Но они стали заливать водой. Ну, моя миссия была окончена, я себе пошел в лес. И вот на тропинке, вдруг рядом с тропинкой прямо растет огромный подосиновик. Ну, килограмма на 2. Ну, пожалуй, никогда не видел таких вот огромных подосиновиков. К тому же совершенно не червивые. Ни одной червоточинки. Ну, так не бывает. Ясно стало, что этот гриб мне просто в награду материализовали за хорошее послушание перед Богом. Но потом еще любопытный был такой нюанс. Я-то, конечно, его поджарил дома на радостях. Но он оказался безвкусным. Очень такой аппетитный был, когда свежий, но его материализовали так, что вкус за него, как бы, наверное, забыли вложить. Для чего? Ну, наверное, как раз для того, чтобы я задумался о происхождении этого гриба и понял, что это было для меня лично чудо сделано. Для того, чтобы я заметил это чудо, принял к сведению. Ну что ж, чудо, спасибо за чудо, спасибо за подосиновик. Уж очень был красивый. Ну, вся эта история очень хорошо в памяти отложилась. И очень скоро вот мне было вложено желание поехать снова в эти же места. Но я говорю, где бы еще мне подосиновик такой же, только со вкусом бы уж сделали бы. Ну иди вот сюда, вот иди. Найдешь то, что ищешь, то, что надо. Пошел, и вот вместо подосиновика мне было показано вот это чудеснейшее место силы. Вот так вот Бог учит, так вот Бог помогает. И вот сколько людей уже через это место силы прошло, сотни. Ну и каждый смог взять от него то, что хотел. Другое дело, что, конечно, далеко не все удержали эти величайшие блага, эти величайшие дары от Бога. Вот у Сатья-Саи есть такие слова, что вот очень многие люди подходят к океану, но каждый несет с собой после этого визита к океану в зависимости от того сосуда, от величины того сосуда, который он принес. Кто-то, встретив Бога, там кружку унесет, кто-то захочет остаться в океане и стать им.
Кого-то, даже кто встретили Бога, продолжают мирские блага, удовольствия привлекать. Но кто-то, познав океан Творца, принимает решение остаться в нем и стать им. Ну вот и я, и те, кто вместе со мной дошли до того, чтобы остаться в океане и стать им, вот мы нашли правильное решение. Всем бы так. Вот что нужно, так вот, со стороны глядя, чтобы со стороны на людей глядя, это не к тому, что вот то, что я скажу, обязательно каждый должен принять для себя. Здесь у каждого свобода воли. Но вот что со стороны глядя требуется от человека для того, чтобы и у него появилось на самом деле желание, искреннее желание утонуть в этом океане Творца, исчезнуть в нем, ведь нужно на самом деле быть для этого влюбленными в него. Здесь полная аналогия с земной любовью, с земными нашими влюбленностями, имеющими сексуальную природу. Жажда встречи, жажда сближения, объятий, соединения, слияния. Причем и это правильным бывает только тогда, когда все это делается бескорыстно. Когда это делается не ради собственной похоти, личного, то есть корыстного желания, страстного, в ущерб другим подчас, а когда это чистая любовь, когда принимается во внимание желание обоих партнеров, у которых есть возможность вот в этой любви объединиться и слиться. И вот объятия Бога раскрыты с Его стороны. Желание такое есть по отношению к каждому. Но вот у людей такого желания, как правило, нет. Даже у тех людей, которые считают себя людьми религиозными, у них желание доминирует оказаться в толпе единомышленников. Ориентация на людей-пастырей, на тех, кто провозгласили себя лидерами, а, как правило, это бывают уже пастыри, сами не знающие ничего о Боге и о пути к Нему. Но вот должно быть желание именно познать Творца,
должна быть страстная влюбленность в Него. Как ее сформировать? Ее сформировать проще всего через изучение святых книг, причем не книг какой-то одной секты или там какой-то другой организации, которая именует себя иначе, а нужно изучить все многообразие религиозного опыта и все то, что говорил Бог людям в разных условиях бытия людей, в разные исторические периоды, там, или в периоды войн, как вот как формировался ислам, например, или в мирные времена. И вот только так вот мы можем познать суть учения Бога, отбросив все приходящее из того, что Бог мог говорить через мессий или пророков для вполне конкретных людей во вполне конкретное историческое время. И оставить то главное, что вечно. Вот есть такой санскритский термин санатана дхарма, извечное учение Бога, извечный Божий закон. Вот в этом суть. Именно об этом говорил нам Иисус, об этом же говорили Бабаджи, Сатья-Сай, и все всегда Божьи мессии и истинные пророки говорили только об этом. Лишь в разных вариациях для конкретных исторических периодов и конкретных людей, попавших в те или иные условия. Вот если... И вот я этим путем и шел, изучал все, и выделилось всего главное, и это принесло успех. И не только мне. Вот вы сейчас можете уже пользоваться через наши книги, пользоваться, ну вот, плодами наших исследований, причем приведших к полному успеху. Вот мы научились сливаться с Творцом. Мы можем представлять Его здесь на земле. Сейчас мы заняты тем, что вот эту истину пытаемся донести до тех людей, которые готовы нас слушать. Но подавляющее большинство людей по традиции стремится следовать не тому учению, где нужно на самом деле работать над собой, менять себя. Ведь развитие — это постоянное принуждение себя стать другими, стать лучше. Люди же не хотят этого, люди гораздо охотнее веруют тем концепциям, где им обещают спасение, в кавычках, разумеется, за что-то, за какую-то плату. Вот заплати мне столько, я за тебя помолюсь. Это самая грубая схема в разных вариациях. Во всех массовых религиях именно это и утверждается. Ходи к нам, плати нам. Вот ты можешь там иконы наши целовать, за это тебя святые будут спасать. Или ты можешь там крутить барабаны, куда вложены молитвенные записки, покрутишь, спасешься, в рай попадешь там. И всякая прочая ерунда, которая нисколько не делает людей лучше, нисколько не приближает их к Богу, а лишь еще больше погружает их в сон, в ложь. Ну, вот, а мы шли другим путем,
и пришли. И вы можете воспользоваться нашими исследованиями. Лучше всего это сделать именно через книги. Завтра на новые места силы двинем. Новые открытия будут для каждого личные. Новые ступени продвижения. Вот готовьте свои сосуды, с которыми вы подходите к океану, чтобы побольше унести. Что же такое истинное монашество, о котором я говорю? Истинное монашество – это однонаправленность внимания, однонаправленность индрии сознания только на одну цель, на Творца, на поиск Творца. Это посвящение своей жизни всецело служению Творцу в его личной эволюции. Для того, чтобы этим заниматься, разумеется, исходно нужно знать, иметь представление о Боге, о том, где искать Творца, вовсе не наверху относительно поверхности круглой Земли, а именно в глубине многомерного пространства. Нужно найти место Творца в Абсолюте, нужно понять смысл всего происходящего во Вселенной. Нужно понимать, что Бог есть любовь, и приблизиться к Нему мы можем только через любовь. Любовь ко всем живым существам, воплощенным, невоплощенным. Исключение могут представлять только те, кто сами уже вышли из пределов Абсолюта и оказались во тьме внешней относительно Его. Но ненависть к ним, культивируемая рядом религиозных направлений, это курьез. Это как раз то, что делает адептов таких религиозных конфессий обитателями той самой тьмы внешней. Смысл как раз в том, чтобы стать любовью. Если же проповедуется ненависть к кому-либо, то это уже не любовь. Такой человек становится дьяволом. Тот, кто, пускай даже из религиозных побуждений, превращает себя в ненависть. Что значит превратить себя в ненависть? Ведь сознание... Что такое эмоции? Эмоции – это состояние сознания. Есть некая энергия, которая называется душой или сознанием. И вот
сознание или душа может быть в разных качественных состояниях. Вот сейчас ветер подул. Вот можно говорить о том, что пространство сейчас леса, оно в состоянии ветреной погоды. Ветер пронизал весь лес. До этого был покой. Бывает дождливое состояние леса. Бывает вьюга. Бывает он весь под снегом покрыт. Вот это разные состояния. И вот так же и душа, как душа или сознание, может быть в разных состояниях. В состояниях любви, в состояниях страха, ужаса, тревоги или ненависти. И вот, приучая себя к тем или иным состояниям, мы предопределяем свою дальнейшую судьбу. Если мы приучили себя к грубым эмоциональным состояниям, то мы попадаем в ад, во тьму внешнюю, выпадаем из Бога. Прожили напрасно. Если мы, устремляясь к Богу, превращаем себя в любовь, мы приближаемся к состоянию Творца и имеем очень много шансов слиться с Ним, познать Его и слиться с Ним. Это все настолько элементарно с тех пор, как Иисус сказал, что Бог есть любовь. Но почему так мало людей следуют этому пути? Но вот самое главное сейчас я хочу еще раз подчеркнуть, что монашество – это не ношение тех или иных одежд или тех или иных имен, новых, иностранных. А монашество – это перераспределение своих индрий, так, чтобы почти все они были направлены на поиск Творца, на любовь к Нему, чтобы состояние сознания было состоянием влюбленности в Творца. Но эта влюбленность в Творца подразумевает служение Ему, соучастие в том деле, которое делает Он. То есть помощь, я имею в виду помощь всем эволюционирующим существам на пути их истинной эволюции, то есть продвижения, развития в сторону обретения божественности, в направлении к слиянию с Творцом. И это не просто красивые сказки, это вполне реализуемо. Это реализовано нами, и примите и вы этот путь, и получите успех. И сами будете прекрасно знать, что это истина, если попробуете.
Вот я еще раз демонстрирую сейчас, как можно войти в Творца, слиться с Ним, стать им. Потеряв свою индивидуальность в Нем, в Нем все едины. И потом можно восстановить свою индивидуальность, выйдя из него, став Святым Духом или Брахманом. Выйти, пройдя вот эти 3 ступени уплотнения Брахмана. Первую, отграниченную от Творца лишь зеркалом, но это тот же самый уровень утонченности сознания. Вторую и третью, вот ту самую, которую мы сегодня изучали вместе с Юктешваром на его месте силы. Вот еще одна философская проблема из этого вытекает. Это проблема монотеизма, политеизма, пантеизма. Политеизм – это вот то самое язычество, то есть многобожие. Вот мы вроде говорим о... Да, но а пантеизм – это речь идет об абсолюте. Все есть Бог, то есть Бог в аспекте абсолюта. Здесь все и так достаточно понятно. Творец единосущный с своим творением. Есть Творец, есть творение, есть тьма внешняя, то есть ад. Но вот политеизм и монотеизм. Мы вроде говорим вот о многих божественных учителях с большой буквы, оба слова. То есть о представителях Бога Отца. Это Иисус, и Кришна, и Птахотеп, и Сурья, Осирис, Бабаджи, Сатьясай и многие другие. Требуется понять, что в обители Творца они все едины. Поэтому установка, которая давалась Богом многократно на монотеистическую концепцию, абсолютно верна. Это есть истина. Монотеизм. Бог Отец един. Но состоит Он из тех, кто вот во временном протяжении другого слова не подобрать, кроме как бесконечность. На протяжении бесконечности во времени вливались в Него. Он состоит из множества, которое стало единым, единством. Но об этом еще поговорим. Но при этом, когда из обители исходят индивидуальные проявления Бога Отца, конкретные божественные души, достигшие слияния в прошлом с Творцом, вот тогда можно говорить о существовании многих вот таких брахманических проявлений или проявлений божественных учителей в виде Святого Духа. Святой Дух – это тоже собирательное понятие. Это конкретные проявления конкретных божественных учителей, которых мы можем знать или не знать по именам их прежних воплощений. Ну вот сейчас последнее упражнение на сегодня. На этой дорожке можно будет сделать конкретно
заходим в срединный меридиан снизу и одновременно в сушумну сверху. Очень интересное и полезное упражнение. Между этими меридианами мы находим перегородку, и если где-то во внутренних органах есть какие-то воспалительные процессы, недомогания, болезни, то на перегородке между этими двумя меридианами мы можем увидеть темные пятна. Вот если эти темные пятна мы смоем, счистим, то наступает очень быстрое выздоровление от этих болезней. И вот обратим внимание на то, что... Вот смотрите, сколько мы уже разных приемов использовали для очищения своих организмов. Начиная с пранаям, чистки каждой чакры, теперь меридианов. Вот сегодняшнее упражнение с читрини, растворение в брахманическом проявлении. Вот эти упражнения по прочистке основных меридианов, перегородки между ними. Вот все это ведь является, вот на что я хочу обратить внимание, все это является очередными ступенями пережигания эманаций внутри кокона, о чем говорил Хуан Матус. Вот именно так это и делается. Постепенное, поэтапное уничтожение энергетической грязи, энергетических грубостей внутри своих организмов. Послойно, постепенно. И вот тогда, когда в теле не останется ничего, кроме Творца, и это тоже реально, даже не Брахмана, не Святого Духа, а Творца, на фоне чистоты содержимого кокона наступает постепенное обожествление клеток тела, о чем достаточно много говорил Иисус через Куллина. Все это в книге Иисуса, но основные цитаты из книги Иисуса, это опять же в нашей книге Бог говорит. Ну, а результат обожествления клеток тела — это те сверхспособности, которые демонстрировал Иисус 2000 лет назад. Ну а ныне демонстрируются от Исаии и Дэвид Копперфильд. Ну, давайте постараемся, кто хочет, все это реализовать в этих воплощениях. Это все реально. Реальность такова, что божественные учителя имеют свои любимые места на поверхности Земли. И не только они. Вот мы знаем
И место, где Максим Горький, или точнее Алексей Пешков, и сейчас обитает не так далеко отсюда, на краю одного из населенных пунктов. И вот мы имели с ним неожиданные и очень приятные беседы. Глашатай любви на одном из исторических рубежей нашей страны. И Александр Сергеевич Пушкин. Тоже, оказывается, его надо искать не там, где его могила, и не там, где место дуэли, туда паломничество люди совершают. А встречаться с ним запросто можно и беседовать. Он рад общению. Тоже в одном из уголков леса в окрестностях Петербурга на лесной заросшей дорожке. Так что вот мы говорили о местах силы многих других, и Бабаджи, и Сатьясай, и многие другие. Некоторые одно любимое место имеют, некоторые много. Некоторые из божественных учителей, ну вот как Сатьясай, как Птахотеп, Кришна, могут быть одновременно сразу на нескольких местах в виде своих божественных огненных махадублей. И вот мы знаем два места Иисуса Христа. Одно в парке в Петербурге, и одно здесь. Наша школа ведь впервые получила благословение к существованию именно от Иисуса Христа. Но об этом я подробно писал в своей автобиографии, книга «Как познается Бог». На протяжении многих лет я имел достаточно частые встречи с Иисусом, но потом в городе оказалось место. То есть тогда вот вначале он ко мне сам приходил домой. Обычно, когда мы собирались для каких-то занятий или обсуждений. Потом появилось место в городе, в парке, где мы имели очень углубленные контакты с ним, и долгие беседы, и не только с ним, с его ближайшими апостолами. В частности, там я познакомился с апостолом Филиппом. Ну а потом вдруг он привел меня вот на это место, где ощущение его, контакт с ним, эмоциональный контакт с ним оказались несравненно более яркими, чем в любой другой обстановке. Вот на этой поляночке в лесу мы можем очень интенсивно ощутить Его, Иисуса. Мы можем войти в Его улыбку, в Его улыбающееся лицо. Причем обратим внимание, что вот здесь оказалась скамейка. Когда-то здесь, на этой скамейке, нашли общение с Иисусом, но это было очень давно, скамейка вся уже истлела, развалилась.
На этой скамейке нашли общение с Иисусом представители православного направления религии. Несколько человек. Почему я могу об этом с уверенностью говорить? Ну, потому что здесь вот энергетика наполнена православными молитвами. Они сами слышатся, если вот войти на это место. И более того, вот на этой елке можно рассмотреть не материальную, но вполне реальную икону Марии Богородицы, причем цветную. Красные, синие цвета присутствуют в окраске одежды. Совершенно реальная икона. Я вначале думал, уж не сама ли Мария здесь, но оказалось, что это застывшее совершенно изображение. Это именно икона, образ иконы. Возможно, что здесь икона была повешена теми, кто на этой скамейке общались с Иисусом. Как они общались, что они делали, это тоже все, в общем-то, понятно. Они читали молитвы согласно православной традиции. И они на самом деле вот достигли вершин того, что может дать, того лучшего, что может дать православие. Если заглянуть в историю исихазма. То есть они нашли, во-первых, исихию, внутреннюю тишину, во-вторых, они ощутили, вместили эти величайшие эмоции сонастройки с Иисусом Сладчайшим. Вот есть такой акафист Иисусу Сладчайшему, православный акафист, вот именно сладчайший, как наилюбимейший, сладчайший, как тот, кто состоит из эмоций блаженства интенсивных. И вот в эти эмоции сейчас я вас приглашаю войти. А как на этом месте силы работать? Во-первых, нужно найти границу. Вот мое тело находится на границе с этим местом. Эти границы со всех сторон от полянки. Перешагнуть, и мы окунаемся в улыбку, в блаженство Иисуса. Это само по себе величайшее ощущение. Нужно побыть там, побыть внутри, но побыть не как на каком-то, в каком-то поле, якобы вот некое вот энергетическое поле. Ни в коем случае не так. Здесь живой Иисус. Мы можем видеть Его, мы можем активно общаться с Ним, не только эмоционально, но Он даст необходимые ответы на вопросы, напутствие, благословение на что-то, если мы обратимся к Нему со всем с этим. Это совершенно реальный живой Иисус, который не только на этом месте бывает, который выходит из Него. Вот однажды мы просто шли по лесу и не очень представляли, куда мы выйдем, знали общее направление, грибы собирали здесь. И вот он за пару километров уже проявил себя. Я знал, что мы приближаемся к его любимому месту. И вот пришли сюда, и еще очередной раз мы имели наслаждение от общения с ним, с Божественным Учителем, с живым Божественным Учителем, с живым Богом, с представителем Бога Отца, с Его частицей, с частицей Бога Отца. Вот именно так нужно сейчас будет войти на это место. Но войдя на это место, мы должны побыть, ощутить, сонастроиться, стать им. Через сонастройку с Ним, через растворение в Нем мы становимся им. Наша задача стать Богом Отцом, и вот сонастраиваясь и сливаясь с божественными учителями, мы можем получить представление о том, как все это будет в обители Творца, когда мы дорастем до этого состояния и получим благословение на то, чтобы войти при помощи специальных приемов,
подаренных Богом Отцом. Мы должны приучить себя к этому. Это очень непривычно для начала, для людей, которые отрываются от мирской жизни и становятся на путь монашества, и на пути монашества постепенно обретают ощущение Бога живого, и постепенно, медленно, но все-таки, если усилия не ослабляем, то превращаются постепенно в Бога Отца, через стадию Святого Духа или Брахмана. Ну а потом, когда мы ощутим Иисуса внутри Его улыбки, надо будет расположиться по периферии полянки, и так будет легче с Ним беседовать, с Ним контактировать, лицом к лицу, не изнутри, потому что когда мы внутри Него, то и все вопросы исчезают. Когда каждый из нас Иисус, то и спросить нечего, потому что и так все ясно. Но пока что для нас это все не постоянное состояние. Пока мы можем быть такими только как на специальных местах, в особых условиях. Потом мы приучим себя жить в обители Творца. И так же, как Иисус, как другие наши божественные учителя, мы будем уже исходить из обители. Вот тогда уже пусть в нас входят воплощенные ученики и сонастраиваются с нами. А пока вот я предлагаю вам сонастраиваться с Иисусом. И потом можно будет вот рассесться или встать, или даже лечь. Сейчас сухой мох. И побыть какое-то время вот в беседе, в диалоге с Иисусом. Если какие-то очень важные откровения вы получите от Него, то их нужно будет сразу же записать. Это очень важно, потому что, кажется, вначале, услышав что-то, поняв что-то от Бога, сокровенное и очень важное, нам кажется, что на всю жизнь запомнили это никогда не сотрется из памяти. На самом деле это не так. Это стирается из памяти следующими слоями информации. И так можно потерять очень важное для себя. Поэтому вот потом вы возьмете какие-нибудь блокнотики, тетрадки, листки бумаги. Если что-то получится от Иисуса, то запишите. Ну а сейчас я вас приглашаю, вот Иисус обращает взор на вас и руками приглашает к себе. Прошу вас войти в Него. Вот мы еще у одного из наших божественных друзей в гостях. Только что поблагодарили Иисуса за даршан, записали. Кого-то он отругал, кому-то наобещал чего-нибудь, учеников таких-то вот и всяких. Сейчас мы у его соседа
ясена Бога. По всей земле работают, по-видимому, невзирая на национальные там, и конфессиональные различия, божественные учителя, которые прежде работали, воплощались на совершенно других континентах, в совершенно других традициях религиозных. Вот здесь Иисус, и Птахотеп, и Сатья Сай, и Элизабет Хейдж, но и в частности, вот нельзя еще не упомянуть Меньюа, который это имя получил от маньчжурского воплощения, потом был Александром Свирским на Руси. Его нетленное тело от последнего воплощения до сих пор покоится в одном из православных монастырей. Но также вот мы знакомы очень хорошо с теми, кто нам тоже оказали бесценную помощь в нашем развитии, в развитии нашей школы. Это божественные учителя еще древнеславянской, арийской культуры. Это Исурья, это Лада. Кого еще я, может быть, забыл? Вспоминаем. Кроме ясена Бога. А? Ну, Осирис, да, он работал на Руси, хотя сам он сирийского происхождения. Бог солнца древних ассирийцев. Не будем его путать с Осирисом египетским. Это Осирис. Ну и вот в данном случае, ну вот Осирис, он работал, да, он с тех краев, там, где Сирия находится, но он также работал и в Древней Руси до христианского крещения. Но в данном случае вот мы пришли в гости к ясену Богу. Он так и фигурирует в русских народных сказках. Ясен Бог через дефис. Вот здесь первоионный брахманический Махадубаль, исходящий из обители Творца. Это его второе любимое место. Познакомились мы с ним намного дальше на север, в сторону Выборга. Но потом оказалось, что он и здесь тоже имеет любимое местечко, и здесь мы тоже можем наблюдать его Махадубль. Чем он ценен для нас? Вот мы входим в его божественную тонкость. Мы можем войти, как мы входили только что, в улыбку Иисуса. И мы можем заполнить его форму, как мы это делали с Махадублем Сатья Саи, например, или Бабаджи. Есть еще одна возможность. Когда сознание развито, мы можем спереди посмотреть на свое тело, которое на фоне Махадубля. И это позволяет провалиться в Махадубль. Давайте все спиной к нему повернемся. Провалиться в Махадубль анахатой. Заполним Махадубль анахатой. И это позволяет намного прочнее закрепить себя в брахманической первоионности.
этот навык бытия именно в брахманической первоионности, всегда и везде, в любой обстановке, чрезвычайно ценен. Вот именно с этих позиций потом мы сможем входить в обитель Творца. Но вот кроме этого упражнения, разумеется, как всегда на местах силы, имеет смысл определить границы, научиться определять границы четко при перемещении тела. И вообще, как на всех местах силы, как правило, нужно тело перемещать. Ну и, конечно, прямой разговорный контакт с еще одним божественным учителем, что всегда имеет чрезвычайную ценность. Ну, друзья, продолжаем работать с анахатой. Продолжаем работу по обожествлению себя как сознаний через метод слияния с конкретными проявлениями Бога Отца в виде форм божественных учителей. В данном случае мы на месте Осириса оказались. Осирис, бог солнца, солнечный бог. Вот он как проявляет себя сейчас здесь. Вот вначале когда-то, как мы нашли это место, то есть как это место оказалось в ряду святых мест нашей школы. Вначале Бог привел сюда, и вот мы обнаружили вдруг вот этот огромный шар атмического света, и приходили сюда сливаться с этим светом. Ну, вот так длилось, наверное, год или больше, пока однажды Осирис не пришел к нам в городскую квартиру, когда мы собрались вместе. Трапеза, беседа. И вот вдруг появился Осирис. И вот рассказал о себе, рассказал об истории своей духовной деятельности на земле, в частности в России. И вот с тех пор мы стали приезжать сюда к нему, уже понимая, что это место принадлежит ему, здесь он проявляет себя. Наиболее ярко. Ну, видимо, потому что это место просто полюбилось ему. И вот на самом деле какое прекрасное место. Особенно в утреннем солнечном свете. И плюс вот этот огромный шар света. Вначале у меня сложилось впечатление, что, ну, в шутку, конечно, что просто вот этот шар света, он как бы застрял среди этих прекрасных берез. Такое было, ну, вот первое впечатление внешнее. И вот застрял навсегда. Но потом удалось разобраться в структуре этого места силы.
Оказалось, что здесь мы имеем, ну, как бы выпячивание части Бога Отца из обители вот сюда, прямо к материальному миру. Выпячивание завесы, отделяющей Творца от творения. И вот Осирис образовал это как бы почку на теле Бога Отца собою, и вокруг этой почки уже брахманический шар света. Вот этот шар света когда-то мы и обнаружили здесь, и вот его в первую очередь могут заметить те, кто пока еще не вхожи в обитель Творца, те, кому пока доступен только брахманический, атмический свет, свет Святого Духа. Как здесь можно работать? Первое, это, конечно, себя как анахаты, как энергию анахат, как духовные сердца соединить с этим шаром света. Второе. Перемещаясь по месту силы, здесь, ну вот, порядка метров 80, оно имеет диаметр на поверхности Земли, мы можем, выйдя за пределы тела и слившись со светом Осириса, потом проноситься энергией сознаний сквозь анахаты тел, вперед, назад. И вот в полости анахат, при этом, ну, как бы мы сами промываем собою, но собою уже на божественном уровне пребывания. Как всегда, очень важно научиться определять границы места силы. Особенно ярко она вот там, около елок, ощущается. Оттуда, если исходить, там другое совершенно. Там доминирует протопракритие, он протопракритие в елках. И вот очень ярко, если оттуда выходить, мы бабах проваливаемся в свет. Для тех, кто может это чувствовать, для тех это ошеломляющее впечатление, столь утонченный, ясный, яркий свет Осириса по контрасту с энергией протопракрития, иона протопракрития. Ну, подробно об этих ионах можно прочитать и в наших книгах «Экология человека в многомерном пространстве», «Новые Упанишада», где там еще «Солнце Бога», мы обо всем об этом говорили. Книга «Солнце Бога» с анализом комментариев, с анализом слов Иисуса, записанных Беном Кулином. Ну вот, пожалуйста, друзья, значит, работаем сейчас здесь полчаса, наверное, мы побудем здесь. А кто умеет, можно, войдя сначала в брахманическую, потом ишварическую формы части тела Осириса, мы можем очень просто, используя метод Едама, расшириться в обители Творца вместе с ним. В каком смысле вот можно Осириса, Сурью называть каждого из них богом солнца? Я вот боюсь, что кто-то может подумать, что речь идет о том, что это вот бог там, живущий на звезде Солнца, что-нибудь в этом роде. Это совершенно неадекватно. Просто люди, когда
видели этих вполне реальных божественных личностей, они воспринимали их как яркий свет, подобный солнцу. Это вполне реальное восприятие божественных учителей. Теми людьми, которые способны видеть не только материальный мир, но мир сознаний, мир душ. И вот и Сурья, и Осирис, вот они сияют, как и другие. Они сияют здесь, среди материального мира, сияют своими душами, как божественными солнцами. Ну, еще теоретический вопрос один, чтобы всем было понятно, что такое Брахман, Святой Дух. Ну, во-первых, это одно и то же. Во-вторых, каково соотношение между Богом Отцом и Святым Духом? Святой Дух, или то же самое, что Брахман, это есть состояние божественного сознания, когда конкретные божественные учителя исходят из обители Творца, пересекая завесу, появляются в мире творения. Вот это и есть то самое божественное состояние, которое именуется словом Святой Дух или Брахман. И в мире творения они могут проявлять себя трояко. Первое – это на том же уровне утонченности, что Бог Отец. Второе брахманическое проявление их же, тех же самых божественных учителей. Второе брахманическое проявление – то, которое мы наблюдаем в раю, в том числе внутри нашей планеты, то, что мы уже проходили позавчера, в том числе в ядре планеты. И третье брахманическое проявление – это обычно над поверхностью Земли. Они могут проявлять себя, ну вот то, что мы изучали в медитации пранава. Вот три брахманических проявления или проявления Святого Духа, которые могут создаваться одним и тем же божественным учителем, так же, как всеми ими одновременно. То есть любым из них может создаваться для того, чтобы стать более легко доступным для воплощенных людей. Вот мы сейчас пришли на место еще одного божественного учителя. Но как его зовут, я не знаю. Он себя не называл. Его миссия состоит в том, чтобы помогать ученикам Бога обожествлять свои верхние дантьяны. Вот я поясню для тех, кто, может быть, не знает, что такое дантьяны. Энергоструктуры человеческого тела можно разделить по трем схемам. Это чакры, индийская система деления. Энергоструктур, их 7 чакр по туловищу от головы
до низа туловища. Ну, подробно это во многих моих книгах описано, перечислять сейчас не буду. Каждая чакра имеет свои функции, занимает определенный сегмент тела и отвечает за него. В китайской традиции делят на 3 дантяна. Верхний, средний, чакра анахата. В верхний входят 3 верхних чакры и нижний дантян, 3 нижних чакры. Это, естественно, объединяемые блоки чакр. Каждый из этих блоков тоже имеет свое функциональное значение. Еще 3-я схема – это 2 пузыря восприятия. Почему пузыри? Потому что они похожи на пузыри на рыбьи пузыри. По внешнему виду похожи. То есть общий кокон человека, окружающий все тело, делится на 2 пузыря, верхний и нижний. Вот граница проходит где-то тоже в области ключиц. И вот на данном месте силы функция данного божественного учителя – это помогать ученикам воплощенным обожествлять верхний дантян. Прежде всего 2 верхние головные чакры. Вот для этого нам нужно сейчас увидеть Махадубль, влиться в него, ощутить в нем полную свою антропоморфность, то есть подобие человеческого тела в этом теле сознания, ощутить все свои чакры, дантяны, пузыри восприятия. Я не сказал, почему восприятие, потому что из каждого из 2 пузырей восприятия воспринимается или мир творения из верхнего, или преимущественно мир нематериальных энергий и невоплощенных душ. И вот мы, совместив себя, слившись с Божественным Учителем этим, мы должны запечатлеть предельно утонченной, то есть до брахманической первоионности, уровень тонкости своего верхнего дантяна. То есть, иными словами, мы должны слить свои головы с его головой и остаться в этом состоянии, так и остаться в нем, так и остаться на этом уровне тонкости. Еще у нас есть место силы, мы там будем, для аналогичной работы с нижним дантяном. Есть средний дантян, он главный, то есть чакра анахата, духовное сердце. И он окружен с 2 сторон 2 как бы вспомогательными дантянами. Интеллектуальным прежде всего, ну, плюс эстетическое восприятие. И нижний силовой дантян. Главный, тот, который мы можем слиться с Творцом, со Святым Духом и с Творцом. Это средний дантян. Именно им мы можем проникнуть в обитель Творца. Ну и потом через специальные приемы, только после того, как мы средним дантяном, с духовным сердцем слились с Творцом, только после этого можно применить специальные приемы, которые позволяют втянуть в обитель все то тончайшее и лучшее, что есть в 2 крайних дантянах. Но об этом пока говорить рано. Это мы сделаем тогда, когда дойдем до закрепления себя в обители Творца средним дантяном, энергии среднего дантяна.
Ну а сейчас вот, пожалуйста, минут 15 поработаем, если нужно больше, поработаем по слиянию своего верхнего дантяна с верхним дантяном данного божественного учителя. Вот то лучшее, что у нас есть в верхнем дантяне, мы сейчас можем это почувствовать. Почувствовать в махадубле этого божественного учителя. И именно это мы потом вберем в обитель Творца. Туда может войти только самое лучшее.